Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хотела бы показать вам и рассказать, как правильно подставлять бумажные формы для наращивания и именно на форму миндаль, для того, чтобы нарастить форму миндаль, либо острый миндаль. Если вам это будет интересно и полезно, а вам будет интересно и полезно, так что продолжайте смотреть, я вам расскажу свой опыт. Вот. Итак, давайте поговорим о теории. О чем я бы хотела с вами поговорить в первую очередь, это о том, как правильно подрезать форму бумажную под ваш ноготок. У нас бывают разные виды линии улыбки, линии роста ногтей. И сейчас разберем три вида. Первый вид — это когда у нас разросшийся гипонихий, то есть когда у нас заходит, растет даже дальше, чем подушечка пальца, да? Тем самым, конечно же, нам нужно много вырезать на форме. Как определить, сколько нам вырезать, эту глубину, да, выреза, мы ее определяем легко. Определяем точку роста и смотрим на самый кончик линии роста ногтей и определяем глубину, то есть там сколько миллиметров, 2 или 3 или 1 миллиметр. Мы его отмечаем на форме посередине. Посередине вот эту глубину мы ее отмечаем. И все, далее повторяем нашу линию роста ногтей, да, и отрезаем. И получается, что форма встает прям как влитая. И очень важно подставить так, чтобы не было никаких зазоров. Смотрите обязательно под ноготок, смотрите под форму, как все стоит, чтобы не было никаких зазоров. Второй вариант ногтей — это когда у нас ровная линия роста ногтей, прям максимально ровная, и мы даже ее подпилить не можем. Такое бывает на трапециевидных ногтях. Что же нам делать? Все формы, как вы знаете, идут такой вот овальной формы, да, прямые их не делают. И поэтому мы должны вырезать линию ровную, естественно, чтобы у нас подошел под наш ноготок. Мы определяем, до какого момента нам нужно подрезать эту ровную линию. Конечно же, подставляем форму сначала к ноготочку, все определяем и делаем ровный срез на форме. И тогда эта форма встанет идеально. Я уже делала на своих клиентах, которые приходили ко мне с такими ногтями, и все хорошо подставлялось. Кто такое не сделает, естественно, у него не будет хватать по бокам, так скажем, места, куда накладывать гель, и будут проблемы. Будет очень сложно подставить форму и сделать что-то красивое. Третий вариант — это, самый обычный ноготь, когда у нас все как бы как надо, и там все равно нужно что-то подрезать, потому что все равно мы определяем точку роста и определяем глубину. То есть, хоть она будет и небольшая, но все равно мы ее определяем и все равно подрезаем на форме под вашу линию улыбки. Она бывает совершенно разная линия роста ногтей, поэтому обязательно это смотрим и учитываем, иначе вроде кажется, что все идеально, но на самом деле потом у нас и ступеньки, и в общем все выглядит ужасно, хоть казалось все так прекрасно. Короче, подрезать форму нужно обязательно, нужно любить это дело, и тогда у вас будут получаться красивые ноготочки. Следующее, о чем я бы хотела с вами поговорить, это именно как правильно подставлять эту форму. Именно даже когда мы подрезаем ее, перед тем, как ее подрезать, нам нужно ее правильно подставить. Иногда я использую, чаще я использую именно формы без бумажки, то есть я ее снимаю и уже подставляю, потому что я набила руку, я делаю это быстро. Иногда я делаю именно на бумажке, чтобы не прилипала форма к перчатке, и делаю вырез посередине, вот там, где убирается эта часть. И вот так зажимаю кончик, если это миндаль, ведь мы говорим о миндале, я зажимаю кончик посередине. Так, во-первых, я определяю, где середина ноготка, я не теряюсь, форма приобретает сразу какую-то форму. И вот такими движениями я делаю эту такую арку на этой форме. Потому что наши ногти, они не плоские, они имеют
арку. Даже если они не сильно имеют арку, ее в любом случае нужно создавать, иначе будут наши ногти, которые мы именно нарастим, тоже плоские, а это ли нам надо, это нам не надо. Поэтому подставляем форму к ноготочку вот уже с образующейся аркой. Почему я поджимаю? Очень даже удобно определять центр ноготка, и так легче подставлять ее именно правильно, чтобы легче подрезать было и тому подобное. Итак, давайте разберем. Вот у нас идет такой вот ноготок, он имеет свою арку, и, конечно же, форма у нас тоже должна принять эту арку. Для чего еще это нужно? Потому что если мы посмотрим вот в такой вид, как я нарисовала данный ноготочек, то мы увидим, когда мы подставляем форму, что там могут быть какие-то зазоры. И тогда эти зазоры как раз-таки создадут нам ненужные ступеньки под ноготком, которые приходится потом выпиливать. Сейчас рассмотрим на примере. Вот наш ноготок, вот форма, допустим, на бумажной основе пока что. Таким образом мы формируем арку на самой форме, и только когда мы сформировали арку, подставляем в этом же виде под ноготок. И можно вот так вот смотреть под ноготь таким вот образом и смотреть. Если у нас появляется какой-то зазор, значит что-то стоит неправильно. Нужно делать так, чтобы зазора этого не было. Тогда и ступенек никаких не будет. Далее, что я хотела вам рассказать, это о том, как сцентровать форму, потому что это тоже относится к постановке формы. Итак, мы определяем центр нашего пальчика. Определяем по двум фалангам пальца. И таким образом мы смотрим, где же наш центр. Можно делать это подставлением пилочки или апельсиновой палочки. И также на наших формах везде есть центр, он выделен, и мы, конечно же, смотрим, чтобы наша форма никуда ни влево, ни вправо не закосилась. Это очень, на самом деле, легко и просто, но многие делают на этом большую ошибку. Заваливают ноготочек, он смотрит куда-то не туда, и тем самым портит весь вид ногтей. Так что центруем нашу форму. Для этого узнаем, где центр, и уже центруем форму. Давайте покажу на примере. Вот, допустим, как можно определить, это когда ушки смотрят в разные стороны, то есть одна выше, другая ниже, значит все, форма стоит уже неровно. Мы переворачиваем ноготок вот таким видом на нас, и тем самым проводим линию пилочкой или апельсиновой палочкой, и видим, да, наш ноготок завален. И туда, куда нам нужно немножко переместить форму, ту сторону отлепляем ушко и подтягиваем. Вот когда ушки смотрят друг на друга ровно, мы тогда уже можем проверять, стоит ли ровно форма. Да, сейчас она стоит ровно. Не забывайте подписаться на мои социальные сети, потому что, чтобы не потеряться, также у меня есть телеграм-канал. Обязательно на него подпишитесь. Иногда я там выставляю о том, что мой ролик на YouTube-канале вышел, чтобы вы его не пропустили. Также подписывайтесь на другие социальные сети. Я там тоже выкладываю и сторисы, и какую-то важную информацию полезную. Так что жду вас там. Я всегда рада новым подписчикам. Итак, что такое выточки и ушки? Я думаю, вы такое слышали, но, возможно, не все это делали, а это очень обязательно. На некоторых формах эти выточки либо ушки уже существуют, либо нарисованы на форме. Но сейчас я вам расскажу, как их все-таки правильно вырезать, потому что даже если они есть, все равно они стандартного размера и не обязательно подходят под ваш ноготочек. Конечно же, упор делаем на точку вроста. Определяем точку вроста, и от точки вроста мы будем делать диагональный такой срез, чтобы высвободить нашу подушечку пальцев, то есть фаланга, которая бывает
у нас пальчики такие мясистые, и вот эта подушечка, она давит на форму, тем самым расплющивает ее, и форма ногтей, которую мы делаем, получается плоская, некрасивая, без арки и широкая. Поэтому нам нужно делать обязательно ушки или выточки. Первый вариант, который сейчас показала, это ушко. Это когда мы делаем вырез именно в виде ушка. Вот. Когда мы закругляем. А есть выточки. Чаще всего я делаю именно выточки, потому что это очень, очень быстро. Бывает, я даже на клиенте их прям делаю, то есть не снимая форму. Просто я делаю тупыми ножницами, которые не порежут клиента. Вот просто срез. И получается, мы просто отгибаем эту выточку, тем самым высвобождаем наши боковые валики, и они не мешают нашей форме. Вот тут есть ушки, видите, но они, конечно же, сделаны по стандартной палец, и они не обязательно подходят вам, поэтому, конечно же, определяем по своему ноготочку. Сейчас я все вам покажу. Вот так подставляем форму примерно, да. И вот от точки в роста я беру и царапаю ножницами, чтобы себе запомнить, откуда мне разрезик делать вот этот. Делаем разрезик, отгибаем, это вот как раз выточки. Отгибаем, высвобождаем наш пальчик, и форма становится тоненькой, утонченной, встает ровно так, как нужно, и создает вид утонченного ноготочка, потому что наша форма, вот эта вот арка, она должна быть под нашим ноготочком, в размер нашего ноготочка. Арка должна быть либо более зауженная, то есть, хотя бы на полмиллиметра можно ее заузить, и будет отлично смотреться. Вот сейчас я покажу, если не делать выточки и ушки, то у нас будет вот такой плоский ноготок. Плоский, без арки, вот такой вот. То есть он не будет утонченный, а тем более, когда мы делаем миндаль, совершенно нам не подходит. А вот сейчас я покажу, какой должен быть ноготочек. Вот такой вот. То получается, совершенно нам такое не подойдет. Такое будет не держаться и не иметь какой-то эстетический красивый вид. Сейчас я покажу вам на примере. Вот видите, какие широкие получаются края и как сильно натягивается форма этими валиками, и поэтому у нас не получится красивой, так скажем, формы. Следующее, что я хотела бы с вами обсудить, это угол наклона. Это очень важно, тем более делаем, когда на миндаль. Сейчас мы говорим именно о миндале, и покажу вам два варианта неправильного и один вариант правильный, который, я считаю, по своему опыту будет больше подходить для формы миндаль. Итак, первый вариант — это когда мы сильно задрали форму. Допустим, у нас есть центральная ось нашего пальчика, и я ее провела. И видите, как сильно задрана форма. Такое подходит, наверное, больше для квадрата, для красивых арок, но не для миндаля, потому что у нас будет очень много материала и не очень в нужном месте. Видите, как он будет задран, не будет эстетично выглядеть, он у вас будет ломаться при первой же возможности. Слишком много материала, мне такое, если честно, не нравится. Я сейчас вам демонстрирую, вот она, ось пальца центральная, и вот так сильно задрана форма. Это смотрится некрасиво, это будет ужасно. Некоторые люди, когда тем более делают такой зауженный миндаль, перебарщивают, поднимают форму сильно вверх, и потом вам нужно накладывать очень много материала, а его не успевают наложить, тем более геля, да, он растекается, и поэтому получается некрасиво, у вас ломаются ноготочки. Следующий вариант — это когда мы сильно заваливаем форму вниз, то есть вот она у нас смотрит вниз. Это тоже неправильно. Вот наша ось центрального пальца, и видим вот этот угол завала вниз. Всегда визуально для себя проводите, чтобы примерно представлять, в каком положении ваша форма находится. И смотрите в бок, да, всегда пальчика, что у нас там происходит. Если мы сделаем ноготок, он будет клюющий, а если у нас еще и свои ногти клюющие, то будет при отрастании все время клювать вниз, и, конечно же, это травмоопасно. Можно сломать не только
не натуральный ноготок, но и свой натуральный ноготок тоже можно сломать. Сейчас я демонстрирую неправильную постановку формы, а опущенную вниз. Такое, конечно же, нам не подходит. Итак, как же правильно все-таки подставлять нам форму? А именно правильно подставлять форму, я считаю, что параллельно нашей центральной оси пальца. Либо можно немножко, чуть-чуть выше этой центральной оси, только чуть-чуть, обратите внимание. Только после этого у нас будет получаться идеальный красивый миндаль. Если вы, конечно же, еще все правильно подставите, вырежете там ушки, подставите форму правильно, то ваш идеальный миндаль хорошо получится. Итак, давайте повторим все на практике. Первое, что мы делаем, это мы формируем из формы арку, чтобы правильно подставить и посмотреть, что же нам делать дальше с формой. Когда мы сделали арку, я намечаю глубину среза, отмечаю, что это где-то миллиметр, либо миллиметр с чем-то, и отрезаю ту глубину, которую я наметила. То есть мы отрезаем по нашей глубине, как я вам рассказывала. Теперь мы подставляем эту форму к ноготочку, тоже в виде арочки. Не забываем создавать арку из формы, чтобы она встала так, как нужно. И теперь мы будем определять где же у нас будут выточки. Намечаем ножницами, делаем пометки там, где мы будем отрезать. Вот таким образом. Видите, как форма у меня стоит в виде арочки. Далее убираем. Видите, она у меня липкая. Я вот чаще делаю именно липкой формой. Все, мы вырезали, и наша форма встала идеально. Наши боковые валики толстенькие освободились, и форма встала идеально. Я смотрю по разным углам, смотрю, как же все встало, и поджимаю еще кончик, чтобы наша форма миндаля была более зауженная, более красивая. И, как видите, форма ноготка чуть шире, совсем чуть-чуть как раз-таки шире самой формы, которую мы подставили. Тогда наша форма миндаля получится идеальной, даже без поджатия. Хотя поджатие я вам все-таки рекомендую. Сейчас я смотрю центральную ось и смотрю, чтобы наша форма не завалилась никуда и стояла ровно. Далее смотрю в бок формы, и она немножко приподнята, всего лишь из-за того, что я немножко сделала более узкий кончик, он приподнялся, но вообще, если сравнить с центральной осью пальца, то она почти параллельна, и поэтому получится идеальная форма миндаля. Если вам понравилось и было полезно это видео, обязательно поставьте пальчик вверх. Также подпишитесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А на этом все. Всем пока-пока.